Добрый день, дорогие телезрители, подписчики, друзья, любители русской истории. Сегодня необычная тема нашего рассказа, женская, о русских императрицах. В истории России XVIII века было несколько императриц на троне. Давайте вспомним. Екатерина I после смерти Петра. Национальность нам ее неизвестна. Немка, латышка. Затем Анна Иоанновна, хотя она на самом деле Анна Ивановна, стопроцентная русская, племянница Петра I. Далее Елизавета Петровна, дочь Петра. Ну и такая полуимператрица, регенша, недолгое время находившаяся при троне, Анна Леопольдовна. Это те императрицы, которые принимали решения, которые как короли могли все, кроме как жениться по любви. Потому что, понимаете, что происходило бы с императрицами, если бы они вышли замуж. Англичане впоследствии, чтобы решить этот ребус, придумали специальный термин и специальный статус, они все-таки юристы. Принц-консорт. Это когда мужчина женится на действующей королеве, но не получает никаких прав действующего монарха. Он как бы при ней, принц-консорт. Как был принц при королеве Елизавете, не так давно почившей. Тогда еще в XVIII веке, как разрулить эту историю, не знали. Екатерина II, помним с вами из предыдущих наших лекций, пыталась по любви искренне выйти замуж. За кого? Правильно, за Гришу Орлова, любимого. У них же долгие отношения были с ним. Но умный человек Никита Панин, ведавший в том числе международными делами и внешней политикой, сказал ей: «Ваше Величество, вы можете, будучи императрицей, делать все, что вам заблагорассудится. В том числе можете выйти замуж. Как только вы станете госпожой Орловой, больше делать то, что вам заблагорассудится, вы не сможете». Поэтому она подумала и замуж не вышла. Осталась при власти, на троне. Как-то забывается при этом, что после Бабьего века, века императриц XVIII, у нас рядом с троном находились еще несколько императриц, уже в статусе первых леди, жен императоров, и на самом деле их влияние на нашу историю и на жизнь было значительным, несложно догадаться. Они замужем, они в тени своих супругов. Эту несправедливость мы исправим, и о императрицах русских конца XVIII и XIX века поговорим. Давайте начнем с истории. Вопрос. Кто у нас был главным поборником и защитником прав женщин в России? Кто стал главным эмансипатором русской истории? Петр I, правильно. Петр I, потому что он не только кардинальным образом поменял статус женщин. Речь идет, конечно, не о крестьянках, а о городских женщинах, состоятельных семей. Вытащил их из терема, ассамблеи, европейская одежда, открытые плечи. Немыслимо. Совершенно другая модель поведения, возможность заниматься какими-то политическими вопросами, государственными, то есть не только домашними. Все это сделал Петр I. Но помимо всего этого, Петр I, по сути, уравнял как наследников мужчин и женщин. На самом деле он не был поборником женских прав, но он считал, что он, как царь, является последней инстанцией перед Богом. Он за все отвечает. Поэтому, как государь решит, так быть и должно. Хочет назначить наследником лицо мужского пола, значит, назначит мужчину. Хочет женщину, значит, женщину. Это его собственная ответственность. Таким образом, после Петра, который имел право вообще кого угодно, даже не родственника, назначить своим наследником, после Петра в итоге наследников не оказалось. Трон унаследовала Екатерина, его жена. Потом начался тот самый женский век. Каждый раз новые причины были для того, чтобы женщина оказалась на троне. И вот, наконец, Павел I решил это все дело упорядочить. Он в этом отношении был консерватором и действовал в рамках германского права. Германское наследственное право предполагало преимущество мужчин перед женщинами в наследовании трона. Согласно указу Павла I 1797 года о престолонаследии, указа, по которому больше 100 лет,
жила наша империя, женщин на троне не было. Но не было не потому, что это было запрещено, а потому, что был установлен такой порядок. Очень простой и очень логичный был указ Павла. После смерти императора наследуют его сыновья по старшинству, от старшего к младшему. Наследует старший сын. Затем наследуют дети старшего сына, сыновья. Если сыновей нет, наследует следующий сын, сыновья следующего сына и так далее. Женщины получают права наследования только в том случае, если мужского рода наследников не осталось. Так было не только у нас, так было в Великобритании, например. Согласно их акту о престолонаследии, принятым, правда, парламентом, королева Виктория оказалась на троне не потому, что она умная, красивая, а потому что мужики закончились. Законорожденные потенциальные наследники отсутствовали. Поэтому пришлось трон отдать девочке, королеве Виктории. Будущий Александр II чуть не стал ее мужем. Потом ее супруг получил статус принца-консорта. Мария Терезия в Австрии точно по этому же принципу стала императрицей. Не было наследников, равных ей мужского пола. У Павла и последующих у всех Романовых проблем с сыновьями не было. Поэтому просто по очереди девочка ни разу на троне не оказалась. Но были императрицы, и императрицы через мужей на жизнь нашей страны влияли. Императриц было 6. Так, если мы посчитаем. 5 из них были немки. 1 датчанка. Что значит немки? Давайте разберемся сразу. Тогда же Германия – это понятие собирательное. Страны такой не было. На территориях германских земель было огромное количество разного рода государственных образований. Герцогство, графство, маркграфство, курфюршерство, вольные города, одно единственное королевство – Пруссия. Все это вместе называлось Священная Римская империя, но это было аморфное образование. Она потом стала называться Священная Римская империя германской нации. Не хочу проводить ближайших аналогий, они будут несколько обидные, но если мы возьмем, например, Евросоюз, то Евросоюз гораздо в большей степени жесткое вертикальное государственное образование, чем тогдашняя Священная Римская империя. Поэтому представьте себе 300 суверенных гособразований на ее территории. Там, если считать всякую мелочевку, совсем маленькую, еще больше. 300 правящих домов. Представьте себе, сколько дочерей. Все дочери из правящих либо владетельных семей. То есть брак с ней для любого монарха не зазорен. Это равный брак. Вот, кстати, понятие равного брака было не во всех государствах. Ну, где-то там в Англии, в Испании не так к этому относились педантично. Понятие равного брака появилось у нас, оно, опять же, в германском праве. И оно появилось у нас при Александре I, когда его младший брат Константин женился на польской графине. В указ о престолонаследии было внесено существенное дополнение, что если вы женились с неравным браком, не на представительнице царствующего владетельного суверенного дома, то, пожалуйста, на здоровье, вам никто не мешает, но ваши потомки исключаются из очереди на престол. Ваши дети не могут претендовать на российский престол. Все. Константин сделал такой выбор. Кстати, еще несколько Романовых делали такой выбор. У нас этот брак называется марганатическим. Тогда он назывался немного по-другому. Поэтому много немок, потому что их просто много. Огромный выбор. Можно выбрать красивую, здоровую девушку, их сотни. Королевство маловато, конечно, принцесса на горошине. Все читали, да? Но зато принцесса, а не абы кто. Первая жена императора Павла, Наталья, тогда он еще был наследник, умерла рано при родах, поэтому о ней мы подробно рассказывать не будем. Вторая жена его, Мария, прожившая долгую жизнь. Затем супруга Александра I, Елизавета, тоже немка. Александра, жена Николая I. Мария, жена Александра II. Опять же Мария, и опять Мария Федоровна, тоже, как и первая наша героиня, жена Александра III. И Александра Федоровна, жена Николая II, о которой мы говорить не будем, потому что это уже 20 век. Из 6, соответственно, 3 Марии, 2 Александры. Это, естественно, их не настоящие имена, не данные им при рождении.
Это русские имена, которые они получили при крещении в православие. Настоящие имена у них были, как принято в Европе. Помним, как звали Екатерину II? София Августа Фредерика фон Анхальцербст. Ну, Анхальцербст, понятно, фамилия по владению. И несколько имен. Фредерика Фике, сокращенно. А вот еще, кто поймет, о ком речь. Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская. Это жена Николая II. Алекс, Александра. Значит, почему такие длинные имена? В европейской традиции давать несколько имен. И мальчикам, и девочкам несколько святых как бы его защищают. Причем могут быть имена быть как святых мужского пола, прости господи, так и женского. Поэтому у мужчины могут быть одно из имен женское. Это нормально. Несколько покровителей у такого человека. С учетом того, что надо проводить отдельные крестины в честь каждого из святых, то, наверное, целый процесс. Далее. Еще дают имена в честь родственников, помимо этого, там, теток, бабушек. Ну и, соответственно, владетельным персонам могут давать несколько фамилий по названиям владений, которыми они владеют. Причем эти фамилии могут дополняться. Вышел замуж, это в дополнительное владение присоединилось или женился, и еще одна фамилия получается двойная. Вот назову вам, угадайте, Пабло Диего Хосе Франциско де Паула Хуан Немопусена Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантиссима Тринидад Мартир Патрисия Руис и Пикассо. Оставляем первое, последнее слово. Это Пабло Пикассо. Его полное испанское имя. Екатерина I. Настоящее имя ее, мы точно, опять же, не знаем. Общепринято считать, что это Марта Скавронская, крестившись в православие, стала Екатериной Алексеевной Михайловой. Екатерина, не знаю почему, Петру нравилось, наверное. А имя Алексеевна почему? Потому что крестным отцом ее был царевич Алексей, сын Петра, а Михайлова, потому что по мужу. Не Романова же давать фамилию. Петр I везде представлялся поручик Михайлов, поручик-бомбардир или капитан-бомбардир Михайлов. Псевдоним. Это все равно, чтобы Крупская стала Лениной. Екатерина стала Михайловой. Екатерина II стала Екатериной по решению, естественно, императрицы Елизаветы в честь той самой Екатерины I, мамы Елизаветы. У нас сегодня много будет родственных связей, поэтому готовьтесь к этому. Иногда, чтобы проще было, подходили тактично, то есть не новое имя давали, а просто переиначивали имя европейское, лютеранское. Например, жена Александра Елизавета, она Луиза. Переделали, стала Елизаветой. Почему они Федоровны? Потому что в честь Федоровской иконы Божией Матери. Эта икона царская. Считается, что с этой иконой первый Романов Михаил был благословлен на царство, поэтому отчество очень часто Федоровны. Не всегда. Как раньше цари выбирали невест на Руси. Давайте возьмем уже поздний период. Наиболее известная история со смотринами, которые провел отец Ивана Грозного, Василий. Нами сейчас всеми забытый. Василий III в духе византийской традиции провел смотрины. Считается, что на смотринах участвовало, одни писали 500 девушек, самых лучших, другие авторы 1500. Я, честно говоря, не думаю, что он выбирал из такого огромного числа. Там, скорее всего, было кому выбирать. Ему дали там уже ограниченное количество. Потом это все-таки всегда был консенсус элит. Важно же, из какой семьи. Потому что они же потом родственники переедут все в Москву, в Кремль. Всем надо должности, посты, полномочия. Передел будет рынка политического. Поэтому всегда консенсус элит. Василий III выбрал Соломонию Сабурову. Грозный тоже устраивал большой смотр. Он разослал везде послов. Они отсматривали на местах. Потом, в конце концов, опять же, мы точно не знаем, но если верить воспоминаниям современников, иностранцев, якобы 2000 лучших девушек привезли в Москву. Грозный выбрал Анастасию Захарину Юрьеву,
когда первая его любимая жена скончалась, как он сам считал, ее отравили, были назначены повторные смотрины. Опять тысячи девушек съехались, многоступенчатый отбор, потом осталось 24. Их там кто-то отсмотрел, там же был и медицинский смотр, все как положено. Потом 12. Вот из 12 Грозный выбрал Марфу Собакину. Фамилия такая резкая, а на самом деле, посмотрите в интернете, по останкам, по черепу восстановлена ее внешность нашими учеными-антропологами, ну, это просто вот очень красивая женщина. Марфа Собакина. Марфа Васильевна. Да, Марфа Васильевна. Та самая. Цари без выходных работают, Марфа Васильевна. Все в трудах, в трудах. Вот это она. Вот Марфа Васильевна Собакина скончалась через 2 недели после свадьбы. Вы сейчас поймете, что работа невесты царя или молодой женой – это смертельно опасно. Ну, поскольку девушки-то все остались, финалистки, то Иван Грозный, недолго думая, выбрал ту, которая заняла 2-е место на конкурсе. Сразу, пока не разъезжались. Заодно, опять же, не пропадать же добру, еще и сына своего женил. Тоже из числа финалисток. Ивана. С девушкой, которая была серебряная медаль, что-то у Ивана Грозного не получилось, поэтому через полгода они развелись в понятиях того времени. Ей повезло, Анна ее звали, отправила в монастырь. И ее ждала очень счастливая судьба. Она в этом монастыре потом стала игуменьей, к ней все хорошо относились. Она пережила и Грозного, и Федора Иоанновича, и всех Лжедмитриев, и Бориса Годунова. И скончалась в глубокой старости, 70+, по тем временам, в полном уважении, настоятельницы монастыря, уже совсем при Романовых. Михаил Романов тоже выбирал на таких же смотринах свою жену. Роман можно писать, потому что он там выбрал. Родственникам не понравилось. У нее резко заболел живот у выбранной. Ее списали, сказали, нельзя жениться на больной. Врачи посмотрели, говорят, да сейчас пройдет. Нет, не пройдет. Поверьте, не пройдет. И они сразу уехали вместе с семьей куда-то там в Тобольск. Долгое время бастовал Михаил Романов. Девушку любимую у него отобрали. В конце концов, мама подобрала ему хорошую невесту, женился. Заболела на 2-й день после свадьбы, через несколько месяцев умерла. Видимо, элитного консенсуса не было. Кому-то она сильно не нравилась. Ну, в конце концов, когда поняли, что происходит, следующая свадьба проходила в таких обстоятельствах. Значит, тоже смотрины, а результат засекречен. То есть, кто понравился царю, не оглашалось. То опять живот заболит, понимаете? Только за 3 дня до венчания, до узкого круга ограниченных лиц было доведено, кого царь выбрал. И эти же люди были допущены на свадебный пир, больше никто. Так, в конце концов, появилась мама Алексея Михайловича и, соответственно, бабушка Петра I. Она, слава богу, осталась жива. Вот все это благолепие с выборами русских девушек неравного статуса, не царского, наш Петр I разрушил. Всю эту традицию сломал, влюбился в непонятно откуда взявшуюся, понятно откуда взявшуюся, Марту Скавронскую, будущую Екатерину, простолюдинку, на всех наплевал, и венчал ее не просто на царство императрицы. Но сына своего, Алексея, он уже по дипломатическим канонам женил, очень выгодным браком. Супруга царевича Алексея, Шарлотта Кристина София там, и так далее, была сестрой жены наследника австрийского престола. Петр II – это их сын. То есть, таким образом, мы породнились с одним из самых, если не самым, знатным и влиятельным домом в Европе с Габсбургами, причем на верхнем уровне. Вот если бы Петр II так рано не умер, если бы она не скончалась, если бы царевича Алексея была судьба более успешной, то у нас могла быть интересная ситуация между Петербургом и Веной. К слову сказать, Мария Терезия, прославленная императрица австрийская, королева Богемии, Венгрии там, и так далее, она была племянницей невестки Петра I. Мария Антуанетта, та, которой голову отрубили, была внучатой племянницей, дочь Марии Терезии. Через этот брак родственниками со всеми в Европе.
Мария Антуанетта вспомнили? Вот Мария Антуанетта, какой у нее имидж? Отвлечемся чуть-чуть. И что там, у вас кончился хлеб? Ну, пусть едят пирожные. Вот все, что мы про нее знаем. Ей за это, понятно, отрубили голову. Но все же, на самом деле, гораздо сложнее. Про пирожные она ничего не говорила. Есть другая фраза Марии Антуанетты, которая выдает в ней поразительные выдержки и остроты человека. Ее же судили, революционный конвент выносил решение о казни. Голосовали в парламенте, в Госдуме, голосовали за казнь через отрубание головы. Ей предъявляли обвинения, прокуроры выступали от народа, от революционного французского. Ее обвиняли во всем, естественно, там, в измене, в том, что она работала на австрийцев, оскорбляла французских женщин методом навязывания им чуждой Франции прически. Потому что высокая прическа, и весь двор копировал эту высокую прическу за законодательницей мод, королевой Марией Антуанеттой. А оскорбление заключалось в том, что некоторые умудрялись декопировать до такой степени, что они не могли стоя войти в карету. Более того, не могли сидеть в этой карете. Очень высокую прическу перекопировали. Поэтому в карете они ехали на коленях, чем оскорбляли французскую нацию. Думать надо, когда обезьяничаешь. Она все время молчала, все слушала. Потом ее обвинили еще, в конце концов, в кровосмешении в связи с собственным сыном, подростком. Тут она уже не выдержала и закричала. Тут есть, говорит, хоть одна женщина, хоть одна мать здесь в зале. Вы до чего додумались вообще? Как это вообще возможно? Да вот, когда Мария Антуанетта взошла на плаху, он посмотрел. Во Франции же это всегда шоу, отрубание головы. Посмотрела вокруг, сказала: да, друзья, мои проблемы, поверьте, сейчас все закончатся. А вот ваши только начинаются. Как в воду глядела. Потому что потом-то там все и понеслось. Весь якобинский террор и все последующее. Но это я отвлекся. После Петра I проблема женитьбы, замужества стала проблемой внешнеполитической. К этой проблеме Екатерина подошла очень серьезно. Она выбрала хорошую страну, с которой надо укрепить отношения политические, Пруссию, сильнейшее из германских государств, Фридрих Великий. И вот решила с ним посоветоваться, кого лучше подобрать в жены своему сыну Павлу. Решили тоже провести смотрины, то есть такую демократию брачную, но ограниченную. Павлу предложили на выбор 3 девушек. Все они были сестрами, дочери одного ландграфа. И ландграф – это тоже суверенный правитель, подчиняется напрямую императору, поэтому брак считается равным. Фридрих очень хотел этого брака. И вот все эти 3 сестры, как у Чехова, приехали в Москву. Павел посмотрел, пообщался с одной, с другой. Выбрал одну. Обидно, не из 2000, из 3. Крестили ее как Наталью, но она, к сожалению, умерла при родах. И ребенок тоже родился мертвым. Павел был безутешен. К слову сказать, он очень любил свою супругу. Стране же нужен наследник. Поэтому мать, она опять списалась с Фридрихом. Давайте, срочно новых. Власть нестабильна, без наследника. Фридрих ей отвечает, не без проблем в команде «Динамо Берлин» замены. Вот такая в ГДР была команда. Пришлю вам сейчас еще хорошую девушку, тоже из хорошей семьи. Она Екатерине очень понравилась, потому что отец этой немецкой девушки был из Штеттина, город Екатерины. Более того, он занимал ту самую должность при дворе прусского короля. Он был комендантом Штеттина, военным. И родилась эта девушка в том самом Штеттинском замке, где родилась сама Екатерина. Поэтому, конечно, воспоминания о молодости нахлынули. Она говорит: присылайте эту штеттинскую красавицу. Проблема была в том, что девушка была уже помолвлена. Это разве вопрос? Жениху дали отступные. И она поехала в Москву. Снова выбрала сыну мать, жену. И снова выбрала удачно. И опять Павел искренне влюбился в нее, что лишний раз говорит, что когда умные родители делают выбор за детей в таких вопросах, очень часто, почти всегда, он бывает правильным. Павел влюбился. Крестили ее как Марию,
Марию Федоровну. Чем она на Павла произвела впечатление? Во-первых, очень быстро выучила русский язык. Она своему жениху и мужу потом писала письма только по-русски. То есть не на французском, не на немецком, который прекрасно им владел, по-русски. Во-вторых, она, узнав, что Павел, или не знала, может быть, совпадение, но я в такие совпадения не верю, она сразу сказала Павлу, что ее любимые предметы – это геометрия и математика. И они вдвоем там какие-то решали математические задачи, чертили фигуры. А Павел был очень хорошим математиком. Помните, я вам как-то рассказывал. Если бы он не был наследником престола, то мог бы стать великим математиком, как говорили его учителя. Вот эта любовь к геометрии и математике их объединила. Она была, как вспоминали, цитирую, во-первых, высокого роста, выше Павла, на полголовы, близорукая, статная, свежая блондинка, высокая, склонная к преждевременной полноте. Типичная немка, как из кино. Очень здоровая, ничем никогда не болела практически. Вставала в 7 утра, обливалась ледяной водой всегда до старости и пила очень крепкий кофе вместо завтрака, что тоже объединяло ее с Екатериной. Екатерина, помним с вами, тоже вместо завтрака всегда пила кофе, она была сторонницей интервального голодания, а без Виты скармливала собачки. Сохранились дневники Марии Федоровны. Тогда все порядочные девушки вели дневники, стихи писать, или просить, чтобы кто-нибудь написал стихотворение, подарил, ну или какие-то личные переживания. Вот в дневниках есть одна запись, которая хорошо молодую Марию Федоровну характеризует. Цитирую. «Нехорошо, чтобы женщина приобретала слишком обширные познания. Воспитывать в добрых нравах детей, вести хозяйство, наблюдать за прислугой, блюсти в расходах бережливость. Вот в чем должна состоять ее учение и ее философия». Идеальная жена. Киндер, Кюхень, Кирхен. Поэтому очень нравилась она бабушке Екатерине. В политику не влезала. Попробовала, кто бы ее пустил. Екатерина и сына своего от политики держала подальше. Через год родила первого ребенка в 18. Сразу же Александра Первого. Ну и потом 10 детей. Последнего Михаила родила в 39, после чего и лейб-медик запретил дальше рожать, потому что говорит, проблемы могут начаться по женской линии, лучше остановитесь. Родила 10 детей, но поразительно другое. 9 выжило. И только одна девочка скончалась в младенчестве. 9 выжило, и это поразительный результат для того времени. Мать Мария поддерживала семейный очаг, одевалась всегда, немка, с иголочки, большой педант в этом отношении. Ее никто не видел вне пределов домашних покоев, не в парадном платье. Она всегда в корсете затянута, в любой обстановке. Никаких треников, никаких халатов, никакой рабочей одежды, парадное платье всегда, корсет. Кстати, таким же педантом, к вопросу о генетике, потом стал ее старший сын Александр I. Помним, что больше всего раздражало Александра I? Когда на письменном столе у него на рабочем бумаге не под прямым углом лежат, или карандаши не так заточены. Все, сделать выговор камердинеру. Вот она педант. Очень хорошо рисовала. Если поедете в Павловск, посмотрите, там ее картины. Как говорят профессионалы, действительно очень хорошие. Причем она рисовала не только на бумаге, и на фарфоре, и на стекле. Профессионал. Пела, играла на нескольких инструментах. Завела первый литературный салон большой в Петербурге. Интересно то, что, как Петр I, она любила токарное дело. У нее была токарная мастерская, и она вытачивала на токарном станке из кости, из янтаря разные поделки, брала уроки у самых лучших мастеров. Вещи эти сохранились, они есть в музейных коллекциях. Медали, медальоны, фигурки. Все это делала в парадных платьях и в корсете. Знаете, мучилась, пыхтела, но лицо не теряла. Четко понимала, кто начальник. Вот пока была жива Екатерина II, все, она главная. Потом правит муж Павел, он главный. Но когда Павел умер, вот тут ее властный характер проявился. Она решила, что она старшая, она глава семьи, она будет руководить императором Александром. Потом уже на старости лет пыталась руководить Николаем I. Детей она воспитала хороших, очень вежливых. Александр I, когда приезжала вдовствующая императрица, его мать, выстраивал войска
сам встречал ее верхом в парадной форме на коне. Вспоминали, что в Тильзите, когда представлял Бонапарту свою мать, ходили всегда так. Александр I под локоть держит свою маму, ходит с ней везде. А императрица, жена, где-то сзади, там, в 10 шагах. То есть на вторых ролях. Вот он мама. Мама везде это подчеркивал, проявлял максимальное уважение, почтение и ни одного ее совета не слушал. Сделал все, как считал правильным сам. Николай I то же самое. Внимательно выслушивал и все делал по-своему. Можно снимать, конечно, целый сериал об отношениях мамы Александра I и его жены, потому что это такая Санта-Барбара, которая длилась несколько десятилетий. Они друг друга терпеть не могли, всячески интриговали, хотя родственницами были близкими, всячески интриговали, но это отдельная тема, я про это говорить не буду. Мы поговорим о том, какой след Мария Федоровна оставила в нашей стране, в нашей истории. А след этот огромный, потому что с ней связано два архиважных понятия для нас. Она стоит у истоков благотворительности и у истоков женского образования. Конечно, в России и до нее были всякие благотворительные общества, так называемые мужские. Это были и воспитательные дома, где воспитывались сироты. Это были различные социальные службы, учреждения, как бы сейчас современным языком называют, социальные службы, которые помогали офицерским вдовам, детям брошенным. Но воровали страшно. Страшно воровали. Все эти учреждения были разрозненными и не очень эффективными. Мария Федоровна с самого начала попросила мужа дать ей шефство, как императрице, над всеми этими благотворительными учреждениями. И она навела там порядок. Настоящий немецкий ордунг. Все воровство прекратилось. Муха не проскочит. Она лично проверяла бухгалтерские отчеты сводные, кому сколько денег. Более того, она придумала, по крайней мере, в нашей стране, понятие эндаумент, фонда целевого капитала. Она распределила все учреждения, за которые она отвечает, по категориям. У нее были собственные деньги, как у императрицы, свой бюджет. Понятно, что тогда, в отличие от сейчас и от еще раньше, тогда в понятиях была скромность. Поэтому, хотя бюджет императрицы составлял фантастическую сумму 1 000 000 рублей в год, которую она могла потратить на свое усмотрение, на свое усмотрение она тратила очень мало. Все это уходило на благотворительность. И она расписывала по статьям, сколько в год должно получать каждое из учреждений. Детские дома, больницы, какие дотации. При этом половину денег на текущие расходы оперативные, а половину учреждение не должно было тратить, а должно было отложить и держать их как неприкосновенный запас в банке, на что начислялись проценты. Таким образом, каждый год фонд целевого капитала рос. Плюс попечительские советы у каждого. Понятно, что люди хотели таким образом завоевать ее благосклонность, но какая разница? Результат-то положительный. Везде попечительские советы. И даже если она перестанет, например, финансировать, она не переставала. Ежегодно свой вклад дает каждый из попечителей. Вот такая система была и придумана. По поводу образования. Мы помним с вами, что Смольный институт, который придумала Екатерина и граф Бетской, это первое в мире женское государственное учебное заведение. Я говорю первое в мире, везде написано в Википедиях первое в Европе, потому что никто точно не знает, что было в Азии в это время. Может быть, в арабских странах я не думаю, что были женские учебные заведения, честно говоря. Я полагаю, что первое в мире. Государственное учебное заведение. Основано по указу Екатерины II. Сначала располагалось в Смольном монастыре Новодевичьем. В том здании, где был Смольный институт благородных девиц, там сейчас, по-моему, один из факультетов Петербургского университета. Потом специально построили отдельное здание, тот самый Смольный, где сейчас резиденция губернатора Петербурга, а был штаб революции в 17 году. Вот это тот самый Смольный, специально построенный при Марии Федоровне, комплекс огромный зданий для размещения Смольного института благородных девиц. Она навела там порядок. Обучение как строилось? Детей отдавали, и с родителями общаться запрещали. В 6 лет отдают девочку, все. Увидите в 18 или в 20. Выходить за территорию запрещалось. Екатерина делала это специально, чтобы вырвать из-под вот этого костного влияния среды. Мария Федоровна все упростила, сократила срок обучения, больше стала похожа на среднюю школу. Поступали девочки в 8-9 лет, учились до 17-18, разрешила свидание с родителями. Интересно то, что она разрешила из числа выпускниц
отбирать будущие педагогические кадры. То есть можно сказать, что заложила основы женского педобразования. Инструкция была такая, кавычки. Выбирать 12 девиц между теми, которые характером, дарованием и бедностью, куда им пойти-то после института, имеют право на эту милость. Они составят рассадник классных дам для Смольного и других институтов, уже основанных или те, которые будут основаны. Будущих педагогов таким образом отбирали. Она считала, что предметы должны преподаваться сжато, так, чтобы, опять же цитата, лучше знать менее, да твердо, нежели многое, но не основательно. Ее нет в нашей системе образования и просвещения. Я когда смотрю на школьные бедные дети, все, что они проходят, это гигантский перечень предметов, учебники, забитые статистикой, деталями, цифрами. Это попытка впихнуть в ребенка многое, но не твердо. То, что он сразу забудет навсегда после сдачи ЕГЭ. А если не ЕГЭ, то и учить не будет. Там подходы были другие, достаточно здравые. Дальше. Детские дома. Детские дома, конечно, появились до Марии Федоровны, но она все систематизировала. Она взяла шефство над первым большим московским воспитательным домом для сирот. Этот дом был еще основан при Петре Первом, но там была ужасная ситуация. Там принимали подкидыши. Подкидывали, на порог клали. Их брали, воспитывали, содержали за государственный счет. Потом как-то пытались пристроить. Смертность чудовищная, потому что не было ни врачей, ни сестер милосердия никаких. Ну вот кто выживет, тот выживет. Такой же примерно дом был и в Петербурге. Мария Федоровна туда поместила специальных повивальных теток. Там же появились первые сестры милосердия, ну, предсестры милосердия, скажем так. И результатом всего стало то, что 2/3 подкидыша стало выживать. 2/3. Раньше выживало 10-15%. Потом Павел I основал императорский военно-сиротский дом. То есть не просто для сирот подкидыша, а для тех, у кого родители погибли на войне. Либо офицеры, либо солдаты обычные. Мария Федоровна разделила этот дом на две части. Вот мужская часть – это императорский военно-сиротский дом, а женская часть – это девичье училище. Это девочки, дети погибших на войне, офицеров и солдат. Вы зададите мне вопрос, зачем офицерского ребенка отправлять в детский дом? Почему его не могут там в поместье, в тепле, в достатке воспитать? Как вы думаете? Потому что величайший миф, что все офицеры дворяне были с поместьями, с крепостными. Да большинство из них жило на жалование офицерское. А крепостных у них было или нисколько, или 0, или там 2, 3, 5 человек, которые, конечно, воспитать детей не смогут. Поэтому куда их деть? Куда деть? А погиб на войне. Мы сегодня Ивана Грозного те времена вспоминали. Помните опричное понятие откуда? Оприч – это тот кусочек маленький поместья, который остается с вдовой. Муж погиб на войне, дворянин, поместье отходит государству, но часть поместья небольшая остается вдове, как пенсия, до смерти или пока дети не вырастут. Сами не пойдут служить и не получат новое поместье. Вот это оприч, вдовья часть. Нет у человека поместья, поэтому брали детей в такого рода сиротские дома. Потом, например, если девочка из этого учреждения Марии Федоровны выпускалась, она получала приданное при замужестве, приличное, 500 рублей, если она дочь офицера. И сколько, вы думаете, дочь солдата? 300. Не очень большая разница между дворянской дочерью и солдатской сиротой. Не очень большая. Дома престарелых тоже появились при Марии Федоровне. Назывались вдовьи дома. В Москве были основаны, в Петербурге, потом в Новгороде, в Ростове. Туда попадали вдовы, уже не сироты, а вдовы убитых или умерших от ран офицеров, у которых нет поместья, нет не на что жить, и они там содержатся за государственный счет. Кстати сказать, поскольку там социализация, есть с кем поговорить, то некоторые вдовы даже туда шли и платили за содержание. То есть, называется, содержатся своекоштно. Потому что там интереснее, там уже на старости лет, чем где-то там одной в глуши в Саратове сидеть. Спецшколы для детей с особенностями появляются при Марии Федоровне. Первая спецшкола для глухонемых детей
тоже ее распоряжением. Она встретила где-то глухонемого ребенка, который, естественно, совершенно был десоциализирован, ничего не знает, ничего не понимает. И ей подсказали, что есть профессор во Франции, который умеет глухонемых учить и читать, и по специальной системе, и как-то там в этом деле разбираться. Они становятся частью общества. Профессора выписали, еще и с другими преподавателями. Вот первая школа для глухонемых появилась именно тогда. На ее личные средства, естественно, все это делалось. Далее, роддома первые государственные. Повивальный институт. Вот на обзорной экскурсии по Петербургу вам обязательно показывают здание 12 коллегий, где сейчас Петербургский университет. Вот напротив здания 12 коллегий находится здание первого повивального института, или, как он назывался потом, Императорский клинический повивальный институт ведомства учреждений императрицы Марии. И здесь мы впереди планеты всей. Первое в мире специализированное учреждение, которое занимается вопросами акушерства и гинекологии. Сейчас это не акушерство и гинекология, репродуктология имени Отто. Все сохранилось, все осталось. Мы были настолько продвинуты в этом отношении, что еще задолго до появления ООН и Лиги наций, когда появились официальные международные языки международных организаций, у международного сообщества Конгресса акушеров и гинекологов русский язык входил в число, по-моему, 3 или 4 официальных языков. Такой был авторитет этой части медицинской науки, созданной императрицей. У нее оказалось так много разного рода учреждений, сиротских приютов, домов, больниц, основанных для бедных, каких-то судных касс, потому что под всем этим еще находились какие-то финансовые инструменты, опекунских советов, учебных заведений, что была создана целая канцелярия личная императрицы Михаила Федоровны, которая этим занималась. А после ее смерти Николай I все это преобразовал в 4-е отделение, поднял статус. 4-е отделение его императорского величества канцелярии, которое занималось только благотворительностью, только работой с этими учреждениями, их финансированием, контролем и прочее. Мы про 3-е отделение все знаем, которое спецслужбы, Бенкендорф. А 4-е отделение – это вот как раз благотворительность. Бывшая канцелярия императрицы Марии Федоровны. Потом целое министерство образовалось, которое так и называлось по традиции канцелярия императрицы Марии. По сути, это было министерство благотворительности, оно распределяло императорские личные деньги среди этих учреждений, следило за кадрами, программами, все как положено. Полноценное ведомство. У ведомства был герб. Знаете какой? 100% вы его видели. Потому что примерно такой же герб является сейчас эмблемой Петербургского педуниверситета имени Герцена. Собственно, педуниверситет имени Герцена историю берет от одного из воспитательных домов Марии Федоровны. И герб они унаследовали. Пеликан, который кормит собственной кровью и плотью своих птенцов. Как символ самоотверженной родительской любви. Птенцы голодные, и родитель с собой кормит своих птенцов. А также символ попечения государя. Своим народом он заботится как отец. Сейчас вот прошедший год был год педагога и наставника. И логотип этого года – пеликан. Правда, без крови. Мария Федоровна пережила не только своего мужа убиенного, но она пережила и старшего сына Александра, и войну с Наполеоном, и восстание декабристов, и свою невестку, супругу Александра, с которой всю жизнь она собачилась. Умерла в глубокой старости, под 70. Похоронили в Петропавловском соборе между мужем и сыном. Теперь перейдем к ее невестке, которую я анонсировал, жене Александра I, императрице Елизавете Алексеевне. Как она оказалась в России? Точно так же. Бабушка посоветовалась с Фридрихом и вызвала. Помните, я вам говорил про 3 сестры, которые дали на выбор Павлу. Прошло время, и вот 20 лет спустя, когда пришло время женить любимого внука Александра, Екатерина опять вспоминает про этих сестер. Одна из них вышла замуж. Проверенная, хорошая семья, проверенные дети. И она приглашает дочерей сестры, которая проиграла тогда голосование, 2
на выбор внуку. Вот хочешь эту, хочешь эту. Выбирай. Александр выбрал ту, которая симпатичнее. Он был маленький совсем, еще ему было лет 16, лет 15 было Александру. Девочке было 13, подростки совсем. Они там за ручку держались, гуляли по саду, стеснялись ужасно. Когда он уже определился, бабушка говорит, ну все, под венец. Они не могли это словами сказать, они переписывались записочками. Так стыдливо давали друг другу записочки. Согласишься ли ты выйти за меня замуж? Написал записку. Да, я согласна, передавала. Дети. Венчались ей 14, ему 16. Очень ранний брак. Внешность, Барби. Вот просто Барби, только такая самая-самая топовая. Блондинка с вьющимися волосами, очень стройная, изящная, греческий профиль, голубые глаза. Когда уже выросла, считалась первой красавицей Европы. По ней сохли, романтически, естественно, сохли все. Ей посвящали бесчисленное число стихов и там романтических историй. Очень красивая девушка. Понравилась бабушке Екатерине. Только со свекровью отношения как-то сразу не сложились. И когда бабушка умерла, и свекровь стала императрицей, она стала придирчиво смотреть за моральным обликом этой красотки. А там проблемы. Очень ранний брак. С детьми что-то не очень получалось. Родилась девочка через несколько лет. Бабушка говорит, почему девочка темненькая? Александр блондин, ярко выраженная. Это блондинка с голубыми глазами. Это какая-то темненькая. Она же законы Менделя не знала наследственности. Ген может выстрелить спустя много поколений. Не то. Изменяет. Давай следить еще. Александр тоже вертопрах. Он охладел к ней почему-то. Он стал заводить шашни на стороне. Дальше Александру приписывается огромное количество внебрачных детей. 10, 11. Все это непонятно, все это не доказано. Все это, если начать погружаться в источники, полная путаница. Там пишется, что у него было его многолетней любовницы Нарышкиной 6 детей. Потом смотрим, у самой Нарышкиной официально 5 детей. Куда делся 6-й, неясно. При этом из этих 5 часть считалась детьми ее мужа официального. К этому надо относиться ко всему очень-очень скептически. Но то, что по ней сходила с ума вся дворянская молодежь, и даже Пушкин, который был, мягко говоря, сильно моложе, но известно, что он стихи писал о какой-то Елизавете. Но и есть, конечно, совершенно скабрезная история про то, как Пушкин, будучи учеником Царско-сельского лицея, там цари же по соседству живут, подглядывал из кустов за тем, как купается в пруду императрица Елизавета Алексеевна. Не очень верю в это. Что точно, что правда? Чем она еще нравилась своей нареченной бабушке Екатерине? Она была очень либеральных воззрений, очень умна, много очень читала, поддерживала в либеральных реформах своего мужа, в отличие от мужа, который северный сфинкс, совершенно была лишена качества как притворство, хитрость, лицемерие, что, конечно, осложняло ее жизнь при дворе. Карамзин – это ее, собственно, протеже. И никакой бы истории государства российского без Карамзина бы не было, а Карамзина бы не было без Елизаветы Алексеевны, которая очень его ценила, они часто беседовали. И Карамзин восхищался ее умом. Занималась благотворительностью. Правда, все это в тени, опять же, свекрови. У свекрови система, у нее 1 000 000 рублей бюджет в год. У нее куча учреждений. Но, тем не менее, Елизавета Алексеевна тоже учреждала училище для сирот. Сеть была создана со временем. Заведение под названием «Училище трудолюбия». Там бедных девушек, сирот тоже из семей офицеров, солдат, обучали каким-то навыкам, вышиванию, мастерству, профессиям. Потом со временем эти училища, благотворительные техучилища, преобразовались в Елизаветинские училища, где стали давать и хорошее среднее образование. И в XIX веке это были престижные женские учебные заведения. Туда не попасть. Туда даже не сироты пытались всячески записаться. Выпускницы этих училищ очень ценились. Патриотическое общество во время войны с Наполеоном было создано. Женское патриотическое общество. Оно уже потом, после победы, тоже стало большой благотворительной организацией, разросшейся. У нее на попечении находились школы специальные, частные. Вот это тоже полностью инициатива Елизаветы Алексеевны. Она этим занималась. Прекрасно владела множеством иностранных языков, музицировала. Со временем ее отношения с мужем, кстати сказать, после войны, как раз 1812 года, восстановились личные. Она везде сопровождала мужа за границей.
во время Венского конгресса жила в Вене вместе с ним во дворце, познакомилась с Бетховеном, помогала Бетховену. Бетховен очень любил послушать, как она музицирует. И потом посвятил ей несколько произведений своих. Они так и издавались, как посвященные русской императрице Елизавете. Вообще, со временем они повзрослели, Александр и Елизавета. Александру стали неинтересны все эти любовницы. Стали довольно трогательные отношения. Он заботился о ней, они постоянно куда-то вместе ездили, она его везде сопровождала. Вот в том числе и в Таганроге. Почему Александр умер в Таганроге? Он повез свою жену на юг, потому что она плохо себя чувствовала. Оставил ее в Таганроге. Уехал в командировку, как бы сейчас сказали, в Крым. Не в санаторий, он уехал в Крым на работу. Он там проверял военные базы, флот, ревизии проводил. В Крыму заболел довольно тяжело. Ему сказали: оставайся. Он говорит: ну как я останусь, моя жена в Таганроге, она там одна без меня плохо себя чувствует, я поеду. А раньше ехали как долго, это все и холодно. Вот он больной, с высокой температурой, поехал в Таганрог к жене. И вот там на руках у нее и умер. Жена ненадолго пережила Александра. Несколько месяцев она еще провела в Таганроге, потом поехала в Москву, не доехала и, согласно официальной версии, скончалась в Белеве. Буквально через несколько месяцев. Ей было всего 47 лет. Она не оставила никакого завещания, распорядившись таким образом, что я приехала с пустыми руками в Россию и уйду с пустыми руками, мне ничего не нужно. Кстати сказать, она вот тот самый 1 000 000 рублей, который ей был положен как императрице, когда она стала императрицей, она от него отказалась. Она себе оставила содержание, как у великой княжны. Мне деньги не нужны. И то это содержание тратила, ну, там, по разным оценкам, 90% на благотворительность. От нее остались дневники. Эти дневники она поручила передать Карамзину. Но Карамзин тоже умер. Буквально там через неделю-две. Он, кстати, простудился во время восстания декабристов на Сенатской площади. Еще с тех пор тяжело болел. Карамзин тоже умер. Дневники попали в руки к кому? К свекрови. Она прочитала и сказала: я всегда подозревала ее в безнравственности. А там рассказ довольно откровенный о ее отношениях с ее вот единственным возлюбленным в тот период, когда они с мужем были далеки друг от друга. Это был ротмистр из богатой семьи, очень блестящий, кавалергард охотников. И вторая дочь, у нее 2 дочери было, обеих дочерей Александр признал. Первая темненькая умерла во младенчестве, и вторая дочь тоже умерла во младенчестве. Вторая дочь, судя по всему, была дочерью от Охотникова на самом деле, потому что отношений с мужем уже не было. Там трагедия еще в том, что Охотников тоже умер от туберкулеза. Неудивительно, что много грустила Елизавета Алексеевна. Дневники эти распорядились спрятать, потом сжечь. Ну, как всегда у нас бывает, сожгли, но не все. И вся эта история в итоге всплыла, попала уже в печать в конце XIX века. Но, тем не менее, есть легенда очень интересная. Не только легенда о Федоре Кузьмиче, но и легенда о том, что его жена не умерла в 47 лет. Так же, как и он не умер в молодом возрасте. Что она тоже ушла странствовать, стала старицей, странствующей монахиней. Хотя было и вскрытие официально, и похоронили их рядом в Петропавловском соборе, но легенды живут. Поговорю немного о памяти Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны. С Марией проще. Во-первых, Мариинский канал и вся Мариинская водная система на северо-западе. Это часть Волго-Балтийского речного пути. Так называется решением Павла I не просто в честь жены, а в честь того, что деньги на строительство этого канала были взяты из ее кассы императрицы. Поэтому в ее честь назвали. Мариинская больница в Петербурге на Литейном проспекте. Это созданная ей больница. Потом находилась под управлением ее канцелярии. Мариинская назвал сын Николай I в честь матери. Такая же Мариинская больница была и в Москве. Но в Москве сейчас это не больница, а часть первого меда, какой-то из лечебных корпусов. А в Питере это по-прежнему полноценная городская больница. Ну, сам город Павловск и весь этот дворцово
архитектурный ансамбль, как называют Павловская, это полностью дело рук Марии Федоровны. Она сама наблюдала за ремонтом, строительством, мебель, коллекции покупала. Она сама этим занималась. Это подарок Павла своей жене, Павловский дворец и все, что вокруг эти сады. И сегодня Большой федеральный музей. Недавно совсем наш президент проводил там экскурсию для 8 руководителей стран СНГ, буквально в конце декабря. Елизавета. В честь Елизаветы была названа целая губерния. Когда в начале XIX века в войнах с Персией наша армия, помните Котляревскую? Наша армия отвоевала тогда часть закавказских территорий, территория современного Азербайджана, отчасти город Гянджа. Вот Гянджа был переименован в Елизаветполь. И впоследствии была создана Елизаветпольская губерния с 1867 года. В СССР называлась Кировоградской областью. Ну, сейчас, понятно, опять Гянджа. Памятник Елизавете есть один, находится в Баден-Бадене, у нее на родине, Салавата Щербакова. Там она с томиком Пушкина. Это современные романтизаторы, любители сплетен, что вот Пушкин ей восхищался и читает строки. Она: «Я, вдохновенный Аполлоном, Елизавету втайне пел». Что касается массовой культуры, кино и так далее, то Елизавете, конечно, выпала гораздо больше популярность, чем Марии Федоровне, потому что вот все эти рассказы про тайную любовь или тайные романы первой красавицы Европы, так сказать, сексуальной блондинки с голубыми глазами, идеальными формами, про то, как ротмистры кавалергарды лезут ей в окно по веревочной лестнице, скрываются. Там еще по одной из легенд этого кавалергарда Охотникова застрелили якобы. Столько всего намешано, поэтому это, конечно, гораздо интереснее, чем рассказывать про хозяйственную деятельность немолодой императрицы, про всякие там дома престарелых, сиротские приюты и все остальное. Так в советские-то времена у нас не проявляли особого интереса к интимным подробностям жизни царей. Никого не интересовало. А потом в 90-е куча женских романов на эту тему написано. Сериалы. Я не смотрел, правда. «Адъютанты любви», «Век кавалергардов» и прочее, прочее. Есть фильм 98-го года «Незримый путешественник». Такой фильм-спектакль. Говорят, довольно скучно, я не видел. Но там хороший актерский состав. Лановой играет Александра. Фильм посвящен последним дням жизни Александра I. Там есть, естественно, Елизавета. Как Александр I становится Федором Кузьмичем. Недорого снято, скорее фильм-спектакль. Если хотите почувствовать разницу в кинематографе 90-х и сегодняшнем, посмотрите «Незримый путешественник» и «Союз спасения». Вот он. Бюджеты, размах. Они были очень разные. У Марии Федоровны был талант находиться в тени. Сначала она очень умно находилась в тени Екатерины Великой, потом в тени своего мужа, потом в тени сына Александра. Ну, понятно, что подруливала. Оставила огромное наследство. Не только 10 детей, но и материальное наследство, больницы, детские дома, дома престарелых, училища, учебные заведения. Образцовая мать, жена, первая леди, вдовствующая императрица. Елизавета – полный контраст с судьбой свекрови. Иллюстрация к поговорке «не родись красивой». Счастья она не обрела, ни детей, с мужем все так сложно. Если мы о ней помним, то вот благодаря этим сериалам «Клубничку» про кавалергардов, которые лазили к ней в окно. Пару слов про Веру-молчальницу. Ту самую старицу, которую многие идентифицируют с Елизаветой Алексеевной. Неизвестно откуда взявшаяся в это же время немолодая женщина приняла обет молчания, молчала 25 лет. Ее считали сумасшедшей. Продержали какое-то время в сумасшедшем доме, потом в тюрьме. Потом неожиданно приехала графиня Орлова, лично из Петербурга. Та самая дочь Алексея Орлова, единственная дочь его, Орлова-Чесменская. Дала денег всем. Эту Веру, молчащую по-прежнему, отвезла в монастырь. Там она жила, когда... Ну, там у них тоже были не очень отношения с настоятельницей. Какая-то блатная приехала монахиня. Якобы
настоятельница монастыря, такая история, пожаловалась митрополиту или епископу, кому-то из начальства церковного, что нельзя ли эту куда-нибудь выгнать, вот эту вот нелюдимую инокиню. Посетители к ней много ходят, она записочками с ними общается. Он сказал: кого выгнать? Нас тут самих с тобой вместе сразу выгонят, если хоть пальцем ее тронешь. Что не трогай. И вот эта Вера-молчальница прожила очень долгую жизнь, скончалась уже после Крымской войны. К ней приезжал, по легендам, Николай I, долго с ней, несколько часов общался через записочки. Он ей что-то пишет, она ему пишет, потом он все сжег, выйдя из кельи. Многие верили в то, что это действительно Елизавета. Лев Толстой так считал. Некоторые члены семьи Романовых. Такая легенда. На самом деле, конечно, это маловероятно, мы с вами понимаем, но легенда красивая. Здесь как с Федором Кузьмичем. Вопрос в том, что Елизавета могла стать Верой-молчальницей, понимаете? Могла стать. Так же, как Александр I своим характером и своим образом жизни последних лет мог стать Федором Кузьмичем. Поэтому эта народная легенда как бы саму идею очень точно отражает. Кстати сказать, что интересно, да? У Елизаветы 2 дочери, обе умерли в младенчестве, а Вера-молчальница особенно была благосклонна к тем и помогала тем, кто приезжал к ней просить обретения детей или помощи в воспитании маленьких детей. Считается даже, что ее могила на протяжении долгих лет это было место паломничества. На эту могилу специально приезжали и молились те, кто хотят обрести детей или у кого проблемы со здоровьем маленьких детей. И она всем помогает. К сожалению, большому могила это утеряна, как и многое утеряно в нашей истории в советские годы. Супруги последовательно императора Николая I, его сына Александра II и его внука Александра III. Скажу вам честно, все, и ваш покорный слуга не исключение, бывало путаются в этих императрицах. Тем более, что все они немки, кроме одной датчанки. Тем более, что православные имена, которые давали при крещении в православие, у них повторяются несколько Марии, 2 Александры Федоровны. И в этом во всем очень легко заблудиться. Поэтому давайте разберемся, кто есть кто. И это поможет нам выстроить то, что я называю хронологическим хребтом. То есть такой вот костяк, стержень. Запоминать историю станет нам намного легче. Поэтому я взял такую доску, почти школьную. И кое-что давайте сразу на ней зафиксируем. Итак, начнем с единственного сына законного Екатерины II, Павла Петровича. Павел I. Вторая супруга Павла I, Мария Федоровна. Я буду использовать русские имена. Сократим МФ. 10 детей, из них только 1 умер во младенчестве, большая редкость по тем временам, и 4 сына. Важно запомнить всех сыновей, потому что от этого будет зависеть, как дальше строится династия Романовых и что происходит в нашей истории. Старший сын Павла I Александр I, его супруга, о которой мы говорили на прошлой нашей лекции, Елизавета Алексеевна. Я очень люблю наш длинный исторический курс сравнивать с сериалами. Каждый наш рассказ о той либо иной русской императрице мы можем условно называть как серию в кино. Вот серию про Елизавету Алексеевну, я бы назвал «Бедная Лиза». Давайте так мы ее назовем. Потому что тяжелая жизнь, потому что 2 дочерей и обе умерли во младенчестве. И таким образом по линии Александра I на престоле российском нет никого. Следующий сын Павла и Марии Федоровны Константин Павлович. О нем мы говорить не будем. Он женился марганатическим браком на польской графине. Поэтому, согласно указа
Александра I, его дети были исключены из права очереди на российский престол. Третий брат Николай. А вот Николай нам очень интересен, потому что Николай Павлович – это император Николай I. И супруга его, о которой мы будем говорить сегодня, Александра Федоровна. Но был еще четвертый сын Михаил, о нем речь сегодня не пойдет. Александра Федоровна точно так же будет звать супругу совпадения и правнука Николая I, Николая II. Всего у Николая I и Александры Федоровны 7 детей. Далее, наследник престола, старший сын Николая I, Александр II. Супруга Александра II, тоже немецкая принцесса, Мария Александровна, Александр Александрович, Александр III, супруга которого единственная датчанка на российском престоле, принцесса Дагмара, в православии Мария Федоровна. Обратите внимание, снова Мария Федоровна, как у прадеда Павла Федоровна. Почему так много русских императриц получало отчество Федоровна? Об этом мы говорили в прошлой нашей лекции. Кто не видел, пересмотрите. Ну и, наконец, старший сын от брака Александра Александровича и Марии Федоровны, Николай II. И снова немецкая принцесса, и снова Александра Федоровна. Как у прадеда Николая I. И далее по прямой линии династия прерывается. Вот простая схема, на которую мы будем сегодня опираться, чтобы мы не путались с вами в повторяющихся именах и отчествах. Александра Федоровна, супруга императора Николая Павловича. Классический брак по расчету. Но надо понимать, что, как в известной пословице, может ли брак по расчету оказаться счастливым? Может, если расчет оказался верным. В данном случае верно рассчитал старший брат. Александр, он был за место отца своему младшему, Коленьке Николаю, и верно рассчитала мама, Мария Федоровна. Они вдвоем и подобрали хорошую невесту. Но в этот момент надо понимать, полным ходом идет война с Наполеоном. Брак великого князя, члена императорской фамилии, это всегда способ укрепить военно-политический союз. Великие князья после окончания обучения совершали большое путешествие по России и большое путешествие по заграницам, одной из задач которых было подобрать себе хорошую невесту. Но в данном случае выгодно было заключить брак с кем-то из немецких правящих домов, а из них самое сильное – это королевство Пруссия, вне всякого сомнения. Поэтому то, что Николаю приглянулась юная прусская принцесса, оказалось очень удачным. Политический брак был всеми одобрен. Избраннице шел 16-й год, когда они познакомились в Берлине. Тогда раньше взрослели на самом деле. Я напомню вам с предыдущего нашего разговора, что Елизавету, вообще бедную Лизу, выдали замуж волей бабки Екатерины Волевой за любимого внука Сашеньку в 14 лет. Но здесь решили не торопиться. Подождали несколько лет. Девица созрела окончательно. И через 3 года официальное венчание. Но решено было все с самого начала. Николай Павлович, человек прямой, военный, понятный. Понравилась девушка, приглянулась. Политически все совпадает. Мама одобряет, старший брат одобряет. Король Пруссии с удовольствием отдает свою любимую дочь за русского великого князя. Таким образом, правящий дом Романовых, который до этого через брак еще сына Петра I, царевича Алексея, породнился с могущественным домом Габсбургов, императоров Священной Римской империи, это Венский императорский двор, то вот через этот брак с
прусской королевной Романовы породнились напрямую с Гогенцоллернами, а это старинная немецкая династия, которая еще со Средневековья правила Бранденбургом, владела этими землями Берлин и окрестности, а также были прусскими герцогами, а потом королями Пруссии, потом уже во второй половине XIX века на базе прусского королевства Бисмарк путем собирания немецких земель вокруг Берлина возникнет Германская империя, Второй рейх. И в Первую мировую войну Николай II будет воевать с родственниками. Весь королевский дом императора Вильгельма, императора Германской империи, будут родственниками довольно близкими правящего дома Романовых. Однако в политике родственные связи совершенно не помогают. Как правило, они усугубляют противоречия между государствами и правящими домами. Почему усугубляют? Когда ругаются незнакомые люди, это одна история. Ругаются соседи, а мы были соседями с Германией, общая граница. Когда ругаются соседи, это гораздо тяжелее. А когда ругаются соседи и родственники близкие, это совсем плохо. Первую мировую мы воевали с Германией соседями, родственниками и, в общем-то, объективными экономическими партнерами. Но это совсем другая история. Когда юная, красивая девушка, ее называл потом Жуковский гений чистой красоты. Пушкин иронично сплагиатил эту фразу у Жуковского для своего стихотворения, посвященного Анне Керн. А гений чистой красоты – это вот об этой юной девушке, немецкой принцессе Александре Федоровне. Когда она выходила замуж за Николая Павловича, то, собственно, не планировалось, что она будет императрицей. Николай не был наследником. В Петербург приехала образцовая немецкая красавица, жили спокойно, рожали детей. Александр II тоже не планировался в наследники изначально, потому что отец его был всего лишь великий князь. Большое, конечно, испытание и переживание события декабря 1725 года. Александра Федоровна переживала за мужа, за детей. Николаю грозила реальная опасность. Он находился на площади, рядом с мятежными войсками. Люди, которые планировали на него покушение, но в силу разных обстоятельств не нажали на курок в последнюю секунду, находились буквально в 3-4 шагах от императора. Стрелять могли в упор, но он остался жив. Она восхищается женами декабристов. Она говорит: представьте себе, они едут за своими мужьями в Сибирь, в Нерчинск. Если бы я оказалась в их положении, я поступила бы точно так же. Александра Федоровна умоляет своего супруга помиловать декабристов, по крайней мере, не казнить. Николай не преклонен. Но, тем не менее, постепенно судьба декабристов смягчалась. И мне кажется, что большую роль в этом играла добрая немецкая принцесса, гений чистой красоты, легкомысленная, любительница потанцевать Александра Федоровна. Какие были отношения у них в семье? Знаете, лучше всего описала фрейлина Анна Тютчева, дочь нашего прославленного поэта. Вот она этот расклад отношений между властным, волевым Николаем и легенькой, грациозной Александрой охарактеризовала так. Кавычки открываются. Император Николай I питал к своей жене, этому хрупкому, безответственному, изящному созданию, страстное и деспотическое обожание. Обожание сильной натуры к существу слабому. Для него это была прелестная птичка, которую он держал в золотой, украшенной драгоценными каменями клетке, кормил нектаром и амброзией, убаюкивал мелодиями и ароматами, но крылышки которой он бы без всякого сожаления обрезал, если бы она захотела оттуда вырваться. Весьма жизненно и образно написано. В политику Александра Федоровна не лезла. Вряд ли бы у нее получилось с характером-то ее мужа.
порхала, любила, как сейчас сказали бы, прошвырнуться по магазинам, по бутикам, съездить за границу, потусоваться, отдохнуть, потанцевать. Муж ревновал. Когда во дворце были званые приемы, Николай I лично утверждал список всех мужчин, коим дозволялось пригласить на танец императрицу. Баловала, устраивал для нее яркие иллюминации и даже организовывал специальные рыцарские турниры. Кроме шуток, на боевых конях, в железных латах сам император Николай I, ну и его друзья устраивали некую облегченную без смертоубийства и травм версию рыцарского турнира, так называемую рыцарскую карусель, посвященную дамам сердца. Дама сердца Николая I, которую пронес в своем сердце через всю свою жизнь, это Александра Федоровна. Он строил ей загородные дворцы, сам был исключительно скромен в быту, носил заплатанную военную шинель, спал на походной койке, этой же шинелью бывало и укрывался, когда уставал, фрапировал всех во время своего визита, будучи еще наследником престола Великобритании, когда просил постелить ему солому, говорил, что ему как-то удобнее. Вот он солдат, и подушка, чтобы была набита соломой. Конечно, во всем этом было немало позерства, но что личные траты Николая I были ничтожны, даже в сравнении с его старшим братом Александром и отцом Павлом, с которого, собственно, и начался секвестр императорского бюджета. Задан тренд, подхваченный впоследствии сыновьями, на показную скромность императоров. Ничто не могло быть более полезно для российского бюджета, чем принципиальная, подчеркнутая аскетичность наших правителей. Чем мы помним эту легкомысленную красавицу? Ей мы благодарны за новогоднюю елку. Петр I повелел еловыми ветками, можжевельником, в общем, всем, что приятно пахнет и зеленого цвета, украшать жилище во время новогодних празднований рождественских. Но вот взять елку целиком, поставить в самом большом парадном зале, в самой большой комнате и украсить игрушками. Игрушки были разные. Это могла быть мишура, дождик, мандарины, завернутые в фольгу, все что угодно. Украсить ее. Вот эту моду привезла из Германии Александра Федоровна. Она же снарядила первую елку сначала в Москве, потом в Зимнем дворце в Петербурге, ну а потом наше знать стало все это дело копировать. И вскоре елки появились в домах многих-многих горожан. Вот так по сей день. Чтобы не скучала супруга и занималась каким-то социально полезным делом, социализация – важная вещь, даже для императрицы, Николай I, по примеру матушки, опять же отсылаю вас к прошлой лекции, основательница русского благотворительного движения. Николай I поручил супруге заниматься всеми благотворительными обществами. К тому моменту императорская благотворительность превратилась в целое министерство, большое хозяйство. Ведомство учреждений императрицы Марии, так официально называлось, к концу правления Николая I. Это направление царской работы. Так вот, это ведомство включало в себя 365 учебных благотворительных заведений, больниц, школ, приютов, где учились тысячи детей, десятки тысяч бесплатно лечились в больницах, десятки тысяч сирот находилось в богадельнях, частном, императорском и благотворителе попечении. Ну, то есть, это целое министерство. Но при этом Николай, человек был все-таки трезвый, и он прекрасно понимал, что вот матушка, она была по духу своему бухгалтером, а супруга как-то не по финансовой части. Поэтому договорились с самого начала так, что все финансовые и хозяйственные вопросы, по ним статс-секретарь ведомства учреждений императрицы Марии докладывает напрямую императору. А по содержательной работе учебные программы, как лучше лечить, каких врачей брать на работу в императорские больницы. Вот содержательные вопросы – это к Александре Федоровне, кроме денег. Деньги к императору. Хрупкая, изящная Александра Федоровна родила 7 здоровых детей. Большая редкость по тем временам. Все остались живы, дожили до взрослого возраста. Но при этом считалось, что здоровье сильно подорвано. Она сама, видимо, была ипохондриком. Все время чувствовала себя
после этих многочисленных частых родов больной. Врачи это состояние ипохондрии, как полагается им, они же не зря хлеб едят, активно поддерживали, запретили интимные отношения с супругом, рекомендовали юга, подозревали у нее чухотку, туберкулез, бич того времени. Ну и лет 20 консервативными методами, других тогда не было, лечили от туберкулеза. Когда она уже скончается, и она переживет своего супруга, выяснится при вскрытии, что у нее прекрасные здоровые легкие, и лечили ее все эти годы совершенно не от того. Поэтому, по рекомендации врачей, долго зимой жила на югах, в Италии, то бишь в Ницце. Ницца тогда итальянская. И вот считается, что мода на Ниццу среди русских, превращение Ниццы постепенно в русский город конца XIX века, вся раскрутка Ниццы как модного курорта, это благодаря Александре Федоровне, потому что когда она приезжала в городишко Ницце, Сардинского королевства, привозила с собой, естественно, 100 человек двора, имущество, кареты. Даже рассказывали злые языки, что воду бочками какую-то из Невы якобы привозили. Не доверяли они местной воде. Но, естественно, местные спекулянты тут же эту воду продавали как минеральную, невскую, особо целебную. Оппозиция язвила. Вот уже после смерти Николая, после Крымской войны, Герцен писал в своем колоколе: «Снова вдовствующая императрица дала Европе зрелище истинно варварской роскоши». Так и хочется сказать, что, дорогой наш Александр Герцен, не видели вы истинно варварской роскоши российских олигархов за рубежом, ну, например, в той же Ницце или где-нибудь в Лондоне? Party like a Russian. Тогда бы вы поняли, как скромна была императрица Александра Федоровна. Главный памятник ее имени, который каждый знает, кто любит русский театр, это Александринский театр в Петербурге, построенный как раз при Николае и названный так в честь любимой супруги. Театр императорский в годы страшной николаевской реакции, репрессии и подавления всякого свободомыслия, именно на этой сцене триумфально прошли премьеры в 1830-е годы и «Горе от ума», и с «Ревизора» Гоголевского. И все это императору и императрице очень и очень нравилось. Великолепное здание Александринского театра, прекрасный сквер с памятником Екатерины. Ну, кто не был, просто должен раз в жизни побывать, видеть это фантастическое великолепие. О книгах по этому времени и про Александру Федоровну. Так удачно получилось, что в издаваемой сейчас серии моей любимой исторической «Собиратели земли русской» про тех правителей России, при которых земля русская увеличивалась в размерах, прирастала, есть практически все, что нам нужно про русских императриц. Вот Николай I. Это не только книга Александра Баханова, историка, но и очень интересные приложения. Вторая часть – мемуары дочери Николая I, Ольги Николаевны. Про кого писала дочь? Больше всего про мама, про Александру Федоровну. Но есть и про других очень интересные мемуары. Например, про тетю Елену Павловну, замечательную женщину, которая очень помогла при проведении великих реформ Александра II. Это супруга младшего сына Павла Михаила. Посвящу, наверное, отдельную лекцию, если будет время и силы. Если вам это интересно, пишите об этом в комментариях, в вопросах ваших. Я стараюсь все читать, по крайней мере, все содержательное, и как-то использовать при дальнейшей подготовке лекций. Поэтому вот «Собиратели земли русской», Николай I и воспоминания его дочери Ольги. Проскочили мы, конечно, еще и замечательную книгу, роман Мережковского «Александр I». Здесь есть воспоминания о графине Шуазель Гуфье и об Александре I, и о Наполеоне, ну и о матери Александра I, Марии Федоровне. Потому что эта графиня была фрейлиной
Марии Федоровны и Елизаветы, супруги Александра I. Первое издание мемуаров прошло в 1829 году, то есть писала она то, что хорошо помнила, буквально по горячим следам. Эпоха XVIII века, эпоха дворцовых переворотов определила, какую важную роль гвардия, гвардейские части, находящиеся в Петербурге, играют в жизни империи, определяют, кто может оказаться на троне. Поэтому популярность кандидатов на престол, ну и действующих императоров и императриц среди гвардейцев стала играть особенно важную роль. Чтобы нравиться гвардии, чтобы быть вместе с гвардией, появился такой необычный статус шеф гвардейского полка, а потом шеф простого армейского полка. Что такое шеф? Шеф – это не командир. Шеф – это как бы председатель совета директоров. Это тот, кто номинально является руководителем, причем в серьезной генеральской должности, но при этом, конечно, полком не командует ни на поле боя, ни в повседневной жизни. Он следит, чтобы все было хорошо с довольствием. К нему могут обратиться в крайних случаях офицеры, солдаты полка с какими-то своими вопросами. И вот шефами гвардейских полков были не только мужчины, но и женщины. Но прежде всего я хочу сказать о том, что начиная с Екатерины I, супруги императора Петра I, все императрицы объявляли себя полковниками тех либо иных гвардейских полков. Екатерина II, так она вообще учредила специальное мундирное платье. Вот посмотрите на его блестящий образец. Это, собственно, то, как выглядела в мундирном платье сама императрица Екатерина II, Екатерина Великая. Мундирное платье, изобретение Екатерины, это симбиоз женского платья и военного мундира той эпохи. Если мы возьмем с вами современный мир, оно было бы все в камуфляже, либо в какой-то сетке. Но тогда на поле боя одевались ярко, поэтому цвета военного мундира были именно такими: лазоревыми, синими, алыми, с золотым шитьем. Представьте себе, перед гвардейцами в таком платье появляется императрица. И вот в этом фантастической красоты мундирном платье красовалась перед гвардейцами молодая императрица Екатерина II. Хотя что значит молодая? Вот тут ей, наверное, под 40. Она еще не располнела. Вполне в форме. Такой ее любил Потемкин. Система шефов, то есть почетных командиров полков, после наполеоновских войн стала выглядеть несколько номинально и приобрела декоративный характер. Но при этом, при всем, офицеры полков всегда видели в этом знак особого императорского благоволения, милости, как бы знак определенной награды. И эта традиция из поколения в поколение в императорской семье продолжалась. Александра Федоровна, наша первая героиня, жена Николая I, шеф прославленного полка кавалергардов, конной гвардии. Это те самые кавалергарды, которые под Аустерлицем, это те самые кавалергарды, которых век недолог. Ее дочери, старшая дочь Мария Николаевна, шеф Екатеринославского драгунского полка. Екатеринослав? Вам ничего не говорит это название? Екатеринослав – это после революции Днепропетровск, город, основанный Потемкиным в Малороссии. Сейчас как-то это звучит место Днепро, город Днепро. Следующая дочь, чьи воспоминания я сегодня вспоминал, Ольга Николаевна, дочь Николая I. Она шеф Елизаветградских гусар. Елизаветград – это что? Елизаветград – это славный город, основанный еще раньше, при императрице Елизавете Петровне. Новая Сербия, крепость в самом центре Украины. Кстати, по правому берегу современной Украины, центр Малороссии, форпост Российской империи. Этот славный город после революции был переименован сначала в город
Зиновьев, потом Григорий Зиновьев впал в немилость и был расстрелян. Поэтому город стал Кирово, а потом Кировоград. Соответственно, Елизаветградская губерния – это Кировоградская область современной Украины. Но нет больше города Кировограда. В 2016 году, вот совсем на днях, уже после Крыма, согласно закону о декоммунизации, по всей Украине советские и имперские названия менялись на истинно украинские. Был проведен референдум, как назвать славный город Кировоград. 85% жителей высказали за возвращение исторического названия – Елизаветград. Ну, кого интересует мнение жителей этого замечательного города, когда закон о декоммунизации и стирании всего русского? Поэтому постановлением Верховной Рады, вопреки референдуму, вопреки решению городских властей, город был переименован в истинно украинской манере. И теперь город, основанный императрицей Елизаветой Петровной, дочерью Петра I, носит название, внимание, город Крапивницький. Крапивницький – це фамілія. Це фамілія хорошого, я б сказав, даже доброго, гарного українського актора и письменника, то бишь писателя Крапивницкого. Ну, город Крапивницкий, областной центр, только не смейтесь, Кировоградской области. Тогда же великая княжна Ольга Николаевна писала в своих воспоминаниях, как счастлива она была, когда отец предложил ей стать шефом прославленного полка елизаветградских гусар. Как спорила она со своим суровым отцом, как должна выглядеть военная форма, в которую будет носить она, дочь императора, шеф елизаветградских гусар. Будет ли она носить чукчиры, то бишь брюки гусарские, или все-таки юбку? Настояла на юбке. Но при этом был, конечно, и кивер, и сабля, и доломан. Вот подлинник, доломан, верхняя часть мундира елизаветградских или кировоградских гусар. 19 век. С тех пор этот полк так и называли Ольгин полк. Полк княгини Ольги. Под этим именем Ольгин полк прошел через все войны, в которых участвовала Российская империя, вплоть до Первой мировой, дожил до марта 17 года, но потом у этого славного полка началась совсем другая история. А так, все дочери императоров и все жены императоров, все императрицы обязательно были шефами тех либо иных гвардейских, гусарских полков. И вот даже Александра Федоровна, о которой мы сегодня не говорили, специально вторая Александра Федоровна, жена Николая II, тоже выполняла почетную, но важную миссию шефа нескольких полков. Вот это вот лейб-гвардии знаменитый Уланский полк. Ее императорское величество, императрицы Александры Федоровны. Красивая форма, а самое главное вот эта вот квадратная шапочка, польская конфедератка. Уланы ведь начинались в Польше. Мы уважали польские традиции, уважали поляков как славных кавалеристов, славных воинов, воинов Российской империи. И поэтому в знак уважения к полякам, к истории, к уланам, вот эти вот польские конфедератки носили все офицеры, это тоже подлинные экземпляры. Соответственно, Александра Федоровна тоже была примерно в женском варианте этого мундира. Помните знаменитые пики казачьи, на которые казаки нанизывали по несколько германцев в Первую мировую войну? У уланов были точно такие же пики. Они распространились во всех кавалерийских частях русской армии и даже использовались красноармейцами в годы Гражданской войны. Но опять, это совсем другая история. Но это история о том, как жены, дочери императоров начинали, может быть, с церемониальных функций, шефов полков, красовались в форме и показывали, что они вместе с солдатами, вместе с офицерами. А закончилось это все очень и очень серьезно.
когда Романовы сами воевали на фронтах Первой мировой, а дочери их служили сестрами милосердия в военных госпиталях, не боясь крови, не боясь смерти и стараясь по мере сил быть вместе со своими подданными. Вторая героиня нашего рассказа, и эту серию нашего сериала я бы назвал «Золушка», или вторая Мария Благотворительница, супруга Александра II, Мария Александровна. Александр II – старший сын, любимый воспитанник, который готовился как преемник Николая, будущий император. Он хотел поломать традицию. Он не хотел, как его отец, жениться по расчету, по выбору родителей. Он хотел жениться по любви. В молодости вообще Александр II влюбчивый парень был. Влюблялся в одну фрейлину, вторую, третью, крутил какие-то романчики. Быстренько этих фрейлин отлавливали и удаляли. В конце концов, отец устал и отправил сына Сашу, сколько можно беситься, за границу, выбирать себе невесту. В дорогу дал книжечку, тетрадку, говорят, синего цвета, секретную совершенно, где были перечислены все потенциальные невесты. Ну, главным образом немки, естественно, потому что это самый широкий выбор симпатичных девушек, их много, немецких. Суверенных государств было на тот момент. Синяя тетрадка с фамилиями, именами, должностями и титулами, ну и какие-то характеристики, наверное. И вот с этой тетрадкой Александр II, будущий, ездит по Европе, никто ему не нравится. Он отписывается, что все эти принцессы ужасно жеманные и скучные. Какие-то они все невеселые, холодные. Все хотят ему понравиться, его это раздражает. Он молодой, красивый, высокий, наследник Российской империи. В конце концов, доехал он даже до Англии, где, видимо, со скуки закрутил такой платонический роман с молодой английской королевой, той самой Викторией. На самом деле, на Александрина Виктория. Первое имя, про которое все потом забыли, дано в честь крестного отца русского императора Александра I. Так вот, Александрина Виктория, которая на тот момент, по-моему, около 20, влюбляется в наследника российского престола. Я не знаю, там, какие чувства испытывал к ней Александр. Об этом я в лекциях про Александра рассказывал подробнее. Ну, чтобы мы понимали, конечно, такой брак никому не выгоден. В Англии паника, ну как-то так, русский окажется на английском троне и вообще может начнет перетягивать идеал на себя. Но и у нас на самом деле энтузиазма это не вызывает. Мы специально растили 20 лет, учили образцового наследника престола, а тут он в какой-то там Англии станет даже не полноправным монархом, а, скорее всего, принцем-консортом, там, фигурой номер 2 при королеве. Поэтому нет, отдавать англичанам нашего прекрасного Александра мы не хотели, слава богу, что не отдали. Хотя Виктория расстроилась с тех пор, Россию не любила, ну, такая обманутая любовь молодости. Ничего не поделать. И вот, в конце концов, случайно совершенно Александр познакомился с немецкой Золушкой. Маленькое, какое-то немецкое курфюршерство, графство, герцогство, неважно, малюсенькое. Более того, в списке этой девушки не было. Родители не жили вместе много лет. Все это знали, это был секрет Полишинеля. И то, что она незаконнорождена, тайны ни от кого не было. Ну, как-то такой брак не очень равный получается. Она не собиралась знакомиться, в принципе, с Александром, поэтому ела вишни. Ее подвели, или он сам к ней подошел, у нее рот набит косточками, она эти косточки отплевала куда-то там в руку, представилась, сделала книксон и ужасно понравилась Александру. Совсем молоденькая. Более того, приехала в Петербург, понравилась отцу. Суровый Николай I сказал, ну вот, наконец-то, скромная, не жеманница, не любит всяких тусовок, приемов.
принцессой на горошине. Она жила в этом маленьком королевстве, денег нет, двор крошечный. Хорошая будет жена. Родила 8 детей впоследствии. Одна беда, что заболела, настоящий туберкулез уже во взрослые годы. Действительно, бич того времени. С годами Мария Александровна совершенно обрусела, как, кстати сказать, почти все немецкие принцессы, стала не просто православной, а истово верующей, сугубо религиозной. Кстати, умная, много читала, общалась с православным духовенством, посещала монастыри, церкви. Александр II ее обожал, но часто бывает. Мужчины не всегда постоянно, тем более соблазнов у императора высокого, красивого немало. Он на мелкие интрижки, не опасные для брака, особо-то и не разменивался. Но вот к 50 годам, седина в голову без в ребро, сошелся с юной, была у него тяга, видимо, к молоденьким девушкам совсем, на 30 лет младше его, княжной Екатериной Долгорукой. И когда супруга умерла под именем княгини Юрьевской, к тому моменту уже у них было несколько детей общих, даже сочеталась с ним неравным браком. Конечно, все дети, все окружение было категорически против этого второго брака. Но что было, то было. Как мы должны помнить Марию Александровну? И почему я сказал вторая Мария благотворительница? Потому что именно при ней окончательно закрепилось главное дело всех женщин при русском троне – сеять добро и развивать благотворительное движение. Все, что связано с помощью бедным, страждущим и образованием. Мария II восприняла дело бабушки своего мужа, Марии Федоровны, как просто личное наследственное поручение. И начала самым активным образом заниматься развитием того самого Министерства по благотворительности, то есть ведомства учреждения императрицы Марии, тем более, что имя менять не пришлось. По ее инициативе по всей империи стали учреждать женские гимназии. Это вообще было новое дело в системе образования. Не была небольшая плата за обучение, но могла поступить любая свободная девушка. Эти гимназии, их много было, стали называться мариинскими. К 1878 году в стране было 75 мариинских женских гимназий и 159 прогимназий, в которых обучалось одновременно, колоссальная цифра по тем временам, 40 тысяч девушек. Кстати, мои дети старшие пошли в школу в Москве, она тогда называла школу номер 19, в самом начале нулевых, в центре Москвы обычная, городская, но там висела табличка, наверное, висит и по сей день. Бывшая такая-то по счету Мариинская женская гимназия. Хочу вам сказать, очень красивое, основательное здание. По сей день все это живет. Помимо этого, Мария Александровна развивала сеть мариинских приютов для презрения детей бедных родителей. Ну, то есть что-то типа ясли-садик, переходящий в начальную школу, когда у родителей нет возможности содержать детей. Приюты были и до этого. Только при Марии Александровне число приютов по империи увеличилось почти в 10 раз. Помните императрицу Елизавету Петровну, дочь Петра? Помните эту историю про 15 тысяч платьев, которых она после себя оставила, подавляющее большинство которых она никогда в жизни не одевала и не успела бы одеть? Так вот, Мария Александровна, нам может казаться, что что это ей стоило, все равно денег много, и все эти члены фамилии с жиру бесились, но женщины поймут. Начиная с какого-то момента Мария Александровна перестала заказывать себе новые платья, донашивала только старые, а все деньги, которые проходили по бюджету на платье императрицы, автоматически списывались в приюты, в гимназии, в разного рода благотворительные мероприятия. Аскетичность мужчин-императоров, о которой я говорил раньше, начиная с Павла и далее, вот эта аскетичность проявилась в том числе в последних годах жизни и у самой Марии Александровны.
Этим аскетизмом она заразила и своего сына, Александра III. Вся его одежда была в заплатках, он ее носил долгие годы. Одни и те же кители, мундиры, штаны. Ну, зашили, а что, новые-то зачем царю? И так нормально. Ел простую еду. При дворе ввел у себя режим жесточайшей экономии, то есть лично проверял и сокращал расходы на фрукты, вина. Все это не нужно. Больше хлеба, гречневой каши. Это задавало хороший тренд. Когда император ведет себя скромно, то и остальные члены императорской фамилии, как бы они там ни хотели, party like a Russian, они вынуждены, по крайней мере в публичном пространстве, свою расточительность сдерживать, умерять. И это вообще оздоравливает обстановку в обществе. Ибо самый скромный из дворян сам государь-император. Помимо мариинских гимназий и мариинских приютов, что мы с вами помним? Конечно, Мариинский театр в Петербурге. Новое здание главного имперского музыкального театра, оперы и балета. Так что Мария Александровна – это Мариинские гимназии, Мариинский театр, а Мария Федоровна, супруга Павла, это Мариинские больницы. Не путайте. Как я сказал, болела туберкулезом, болела по-настоящему. Умерла за год до трагического убийства своего супруга. Любителям религиозного мистицизма сразу подброшу пищи для размышлений. Тогда непременно добавляли, шептались. Хоть Александр и не жил со своей супругой последние годы, и была у него фактически вторая семья прямо в Зимнем дворце, но она любила его, она молилась за него. Она прямо перед смертью написала исполненное любви и благодарности за совместно прожитые годы, за детей, предсмертное письмо своему супругу. Она отмаливала его. И все эти покушения, которые были до смерти Марии Александровны, чудом каким-то невероятным, Александр оставался жив. Помним с вами, то он задержится на полминуты и не войдет в зал Зимнего, который взлетит на воздух. То стреляющий в упор террорист несколько раз подряд промахнется, и в шинели Александра будет несколько дырок от пуль, а его не заденет ни одна. Но умерла Мария Александровна, и некому стало молиться. И последнее покушение, целая цепочка невероятных совпадений. Не случись любой из них, и опять Александр бы остался жив, но все они сложились в мозаику последнего покушения и гибели. Не было рядом заступницы. И это все напоминает жутковатый американский фильм, франшиза несколько серий, Final Destination. Пункт назначения. Школьники американские, старшеклассники 1 класс, летят куда-то на самолете, на каникулы. Но в последнюю секунду по какой-то причине кому-то из школьников показалось, что самолет потерпел аварию при взлете. Они все выбегают из салона, испуганные, самолет взлетает и взрывается в воздухе. Но от судьбы не уйдешь. И дальше совершенно жуткий хоррор, как на протяжении нескольких фильмов смерть буквально преследует каждого из выбежавших тогда из салона самолета. И как они пытаются смерть обмануть. Вот эта вся игра со смертью, это, собственно, последние годы жизни Александра II. Когда Мария Александровна скончается, будут на полном серьезе говорить о возможности ее канонизации, потому что все последние годы она посвящала себя исключительно вопросам благотворительности, исключительно вопросам помощи простым людям. О книгах. Серия «Собиратели земли русской». Книга кандидата исторических наук Ляшенко «Александр II. История 3 одиночеств» дополняется очень интересными дневниками. Снова дневники Анны Тютчевой, дочери поэта при дворе 2 императоров. Интереснейшие воспоминания военного министра Дмитрия Милютина, вообще ценный документ эпохи. Ну и, конечно, лекции
классика нашей истории профессора Ключевского. Отличная книга для понимания той эпохи и для понимания того, что происходило при дворе Александра II. Супруга Александра III снова Мария Федоровна, как у Павла. И опять эту серию нашего киносериала можно назвать «Мария Благотворительница III» или же «Невеста по наследству». Ну, почему по наследству? Помним с вами из курса про Александра III. Мария Федоровна, урожденная датская принцесса, дочь датского принца, впоследствии короля Дагмара, была помолвлена со старшим братом Александра III, наследником престола Николаем. Но тот серьезно заболел. В презренной Википедии написано, по-моему, туберкулезным менингитом, но на самом деле никто толком не знает, чем он заболел. Известно, что триггером стало падение с лошади во время спортивных соревнований, скачек. Он был прекрасным наездником. Начал болеть. И вот уже в присмерти для прощания к нему приехала вся семья Романовых и вызвали его невесту Дагмару. Далее что? Далее есть разные версии. Николай попросил своего младшего брата Сашу не бросать его невесту, взять себе в жены. Александру понравилась Дагмара, как бы общее объединила трагедия, общие переживания. Либо это просто был политический расчет, опять же, разговор мужской между отцом Александром II и сыном, который теперь, до этого же просто князь, который может сам выбирать себе жену. А теперь нет. Теперь наследник престола. Женитьба наследника престола – вопрос политический. Союз с Данией, с датским королевством нам удобен. Александр делает предложение невесте своего покойного старшего брата. И дальше начинается сказка. Прямо такая датско-российская сказка. К слову сказать, Ганс Христиан Андерсен, все мы которого прекрасно помним и читали, провожал Дагмару на пристань, когда она уплывала в Петербург. Датский сказочник был вхож в королевскую семью, утешал ее, говорил: не бойся, там не только медведи бродят по Невскому проспекту, там все хорошо, страна богатая. Дагмара, Мария в православии Федоровна, она была маленькая, невысокого роста, тоже хрупкая, худенькая. И, конечно, когда она стояла рядом с Александром III, вы представляете Александра III, кто не представляет, вспомните картину «Три богатыря». Илью Муромца, наш великий художник, писал с Александра III. Вот такая у него была конституция. Поэтому Маша и Александр III – это прямо Маша и медведь. Но на самом деле все сложилось, все получилось. Кстати, что интересно, Александр III к этим нелепым мифам о том, что он плохо знал русский язык и говорил с акцентом, он даже жене своей, Марии, датчанке, с самого начала писал по-русски. Переписка их сохранилась, она опубликована. Пожалуйста, с комментариями. Переписка императора Александра и императрицы Марии Федоровны. Кому интересно, почитайте. Супруги с нежностью относились друг к другу. Из этой переписки Александр III предстает не просто как честолюбивый отец, но и как человек, полностью доверяющий своей жене. Это не дежурные письма-то. «Люблю, целую, пока». Нет, он рассказывает, что происходит, делится переживаниями, том, что по-человечески его занимает, спрашивает ее совет. В общем, очень ее уважал. Знаете, многие ехидные современники, впоследствии уже при Николае, в предреволюционные годы называли пожилую вдовствующую императрицу Марию Федоровну самой умной из всех Романовых. Понимание, что в семье Романовых тогда было человек 300, поверьте, это для немолодой женщины лучший из возможных комплиментов. Она была умна,
Она при этом совершенно не была затворницей, считалась самой элегантной, стильной женщиной при дворе. Сохранилось немало ее нарядов, платьев той поры. Вот они сейчас активно используются в наших музеях для всякого рода тематических выставках. Подойдите, когда будете в музее, и посмотрите на платье супруги Александра III. Даже родив ему 6 детей, она сохраняла прекрасную форму. Талия 65 сантиметров, это так. Если не сильно затягивать в корсет, а в корсете-то будет и того меньше. Обожала танцы, тут их мнения расходились. Наш уволень, бульдожка, медвежонок Александр III танцы терпеть не мог, чувствовал себя неловко. Все ему эти тусовки надоедали. Раньше ведь не было звукозаписи никакой, да? Танцевали под живую музыку, под оркестр. Поэтому, когда это все Александру надоедало, он так тихонько договаривался с дирижером, и музыканты по одному уходили, пока не оставалась какая-нибудь одна скрипка последняя и барабан, и все. Но если и это не действовало, то просто потихоньку выключался свет. И вот так в полутьме, под барабан, Мария Федоровна, вздохнув, говорила: ну что, дорогие гости, вы видите, его величество намекает нам, что пора расходиться. Танцы окончены. Но были и увлечения, которые их объединяли, например, рыбалка. Александр III любил удить рыбу, он медитировал таким образом. Кстати, его склонность к скрупулезному учету всего и вся отражалась также и на рыбалке. Существуют записи, подробная специальная дворцовая книга, куда Александр тщательно записывал, сколько он поймал, в какой день щук, карасей, окуней и прочее. Это мы знаем в деталях. Так вот, царь удил рыбу, Европа ждала, а Мария Федоровна готовила уху сама. Уж я не знаю, насколько мыла посуду, но из царской рыбы уху готовила супруга. Но очевидно, что она была для Александра III опорой во всех семейных делах, а он был ее опорой в буквальном смысле этого слова, в том числе и при том трагическом крушении поезда, когда держал на своих плечах тяжеленную крышу, рухнувшую с кореженного бронированного вагона царского. Пока выбирались через щели, выползали его дети и жена. Когда жена куда-то уезжала, либо он уезжал по делам, тосковал, скучал. Мария Федоровна надолго переживет своего супруга. По воцарении Николая II будет сильно влиять, особенно первые годы, на политику. При муже она в политику вообще не вмешивалась. А вот сын часто говорил, даже при назначении министров или каких-то важных сановников, надо спросить у матушки. Она покровительствовала Витте, защищала его. Как и он, выступала против эскалации с Японией. Считала, что эта война на Дальнем Востоке совершенно России не нужна. Она очень поддерживала Петра Столыпина. Когда узнала о его смерти, выражала сожаление, что убийца, этот подлец, как она говорила, не был разорван на месте. При этом главным достоинством Столыпина в ее глазах было то, что он не льстил государю, говорил ее сыну правду. Потому что все остальные, кого Николай II приблизил, по ее мнению, были льстецами, были преданы сыну неискренне. Считала, что сын ее слишком добр, мягок. Опять же, развею мифы о том, что якобы Мария Федоровна была против воцарения Николая. Это все неправда. Обычно всегда женщина обожает своего первенца, своего старшего сына. И Мария Федоровна в этом плане была совершенно такой же, как любая мать. Она обожала сына Колю, но при этом прекрасно понимала его недостатки. В первую очередь нерешительность, мягкость, доброту. Для императора это, как правило, недостаток, особенно в критические годы. Ну и самое главное, говорила, мой сын не умеет поставить людей на месте, верит льстецам. Интересная ее фраза из письма за год до революции. Кавычки. «Я вижу, что мы идем верными шагами к какой-то катастрофе, что государь слушает только льстецов и не видит, что под его ногами нарастает что-то такое, о чем он даже не подозревает. Я сама чувствую это инстинктом, но не умею
ясно представить себе, что же именно ждет нас. Женская интуиция. 16-й год. Занималась благотворительностью, это уже было традицией. То есть, в первую очередь, проблемы беспризорных детей, детей-сирот. Конечно, воспитательные дома для беспризорных были и ранее. Но благодаря Марии Федоровне ясли, тогда так это называли, дома для беспризорников были открыты во многих городах империи: в Вологде, Полтаве, Екатеринославе, Петрозаводске, Риге, Томске, Рыбинске, Керчи, Таганроге, Моршанске. В общем, числом около 400 по всей империи под эгидой ведомства учреждений императрицы Марии. Мы знаем, как Феликс Эдмундович Дзержинский после гражданской войны боролся с беспризорностью. Ну, наверное, немало сделал в этом отношении правильного. Беспризорность тогда взлетела как раз как следствие гражданской войны и революции. Но вот Мария Федоровна работала как Дзержинский. Занималась образованием бедных женщин. То есть, если при Марии Александровне открывались мариинские гимназии с небольшой, но платой, то Мария Федоровна стала способствовать массовому открытию мариинских училищ. В отличие от гимназий, мариинские училища принимали бесплатно девушек из необеспеченных семей, в основном горожанок, и таких училищ по всей стране было около 70, все под патронажем Марии Федоровны. Красный Крест, возникший во время Крымской войны как раз, родоначальницей была та самая Елена Павловна, о которой я потом планирую рассказать вам отдельно. Но Красный Крест пика своего развития предреволюционного достиг как раз усилиями Марии Федоровны. Она за него отвечала. Она выработала новую стратегию финансирования, то есть не просто пожертвования, но специальное отчисление в пользу Красного Креста. Причем очень разумно. Оформляйте, например, загранпаспорт, чтобы поехать за границу. То есть у вас есть деньги поехать за границу. Копеечку – фонд Красного Креста. Покупаете железнодорожный билет 3 класса по тарифу. А железнодорожный билет 1 класса, как у нас сейчас авиаперелеты бизнес-класса, с вас не убудет к цене билета плюс 5 копеек в пользу Красного Креста. И вот таким образом Красный Крест превратился в огромную структуру, ворочащую большими капиталами, следила за которыми Мария Федоровна с тщательностью бухгалтера, как та самая супруга Павла I. Все ей доверяли, знали, что там не воруют. Во время войны придумала и оснастила военно-санитарные поезда. Не было же на Дальнем Востоке никаких стационарных в достаточном количестве больниц и военных госпиталей, поэтому появились военно-санитарные поезда прямо с операционными, с вагонами для тяжелораненых, с аптеками своими. Все это потом работало у нас десятилетия. И все, что мы знаем с вами, эти военно-санитарные поезда, спасительные в годы Великой Отечественной войны, появились в нашей армии благодаря Марии Федоровне и были тогда под эгидой и финансированием ее Красного Креста. И потом уже даже в годы Первой мировой войны, несмотря на самый почтенный возраст, вдовствующая императрица ежедневно совещания, встречи, принимает санитарные отряды, отправляющиеся на фронт, открывает и посещает госпитали, ежедневно заезжает на военные склады специальные, куда направляли благотворители имущество для распределения, опять же, на фронт, либо среди раненых. Организует отправку врачей, медсестер на фронт, принимает у себя в Анечковом дворце инвалидов войны, чтобы поддержать их, поблагодарить за отвагу в боях. Вот это самоотверженное поведение вдовствующей императрицы, конечно, служило примером для женщин высшего общества, и правилом хорошего тона было направлять средства личной на благотворительность, работать с сестрами милосердия в госпиталях, отправлять вещи на фронт. И царские дочери, и знатные дамы во время войны не вели блоги, не тусовались на вечеринках в модных клубах, не работали медсестрами в госпиталях. Они отдавали собственные дворцы под военные госпитали. Когда революционные матросы брали штурмом Зимний, то они брали не только и не столько место, где заседало Временное правительство, они брали штурмом военный госпиталь, где находились раненые. Я знаю немало
замечательных, благородных людей сегодня, которые жертвуют часть своих доходов на регулярной основе на благотворительность. Иногда даже устанавливают какой-то для себя внутренний процент. 5-7% от прибыли. Это прекрасно, эти люди нуждаются в благодарности. Но интереса ради скажу вам, сколько от своего личного бюджета, то есть средств, которые на содержание, на служанок, гувернанток, платья, жалование прислуги, гардероб. Вот сколько от своего личного бюджета на протяжении всей своей жизни, 50 лет в России, направляла на благотворительность Мария Федоровна, 40%. Кстати сказать, ее благотворительная деятельность ей же спасла жизнь. Потому что когда случилась революция февральская 17 года, она оказалась далеко от Петербурга, в Киеве, как раз в командировке по делам Красного Креста. Уже в Петербург она не поехала, уехала на юг, в Крым, в имение Романовых. Там оказалась даже на какое-то время под домашним арестом. Все до нее докапывались, и эмиссары Временного правительства, естественно, и потом большевики на короткое время, взявшие власть. Ну, в конце концов, в 19 году ее эвакуировали такие англичане. Все-таки родная сестра Марии Федоровны была английской королевой. Поэтому англичане ее на своем линкоре эвакуировали в Данию, где она и жила до смерти, и даже получала небольшой пенсион от британского правительства. Не шиковала, потому что все деньги свои Романовы перевели в годы Первой мировой войны в русские банки. Из-за границы даже у кого было распоряжение все деньги вернуть. Но у нее было с собой много драгоценностей, фамильные драгоценности, целый ларец, который одевала на приемах. И, конечно, бриллианты Марии Федоровны вызывали нездоровый ажиотаж у царственных особ Европы, прежде всего ее родственников в Англии. У тех просто темнело глаза, потому что такого ни у кого из них не было. Много раз предлагали Марии Федоровне продать это все с аукциона, вложить деньги в какой-то бизнес, но старушка видела в этих каменьях память об империи, о своей жизни, продолжала жить на пансион, не платила за электричество в своем доме, скандалила, но драгоценности не продавала. Жила долго. Пережила и помянутого Феликса Эдмундовича, и Ленина, и всех своих 4 сыновей. Первый Александр умер во младенчестве. Георгий тоже заболел. Михаила расстреляли в Перми во время гражданской войны. Ну и, наконец, старший сын Николай II был убит вместе со всей семьей, 5 ее внуками. Умерла Мария Федоровна в 1928 году. Тот самый ларец с драгоценностями сразу исчез. Темная история, долгое разбирательство, много сплетен. Скажу лишь результат. В конце концов, все драгоценности были проданы на каком-то закрытом аукционе от имени Банка Англии. И оказались, лучшая часть их, на британской королеве. Поэтому посмотрите на парадные фотографии, портреты Елизаветы II, и увидите бриллиантовую тиару, такую V-образной формы. Вы увидите целые воротники из бриллиантов, жемчуга. Это все краденые драгоценности Романовых. Краденые драгоценности вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Описи похищенного не существует. Наследники пытались много раз выяснить, какой аукцион, почему в Англии. И, конечно, никому ничего не отдали. Супруга своего она пережила надолго, получается, где-то лет на 35. Все это время говорила, что я обязательно с Сашенькой встречусь. И вот говорят, что, умирая под Копенгагеном, говорила: Сашенька ждет меня. Похоронили ее в Дании, а вот спустя почти 100 лет состоялось торжественное перезахоронение праха Марии Федоровны в соборе святых Петра и Павла Петропавловской крепости. Уже у нас наше время при Владимире Владимировиче. Рядом с могилой супруга Александра III. Так что с Сашенькой она встретилась.
Книги, какие могу порекомендовать? Мария Федоровна «Жизнь замечательных людей». Императрица Мария Федоровна и император Николай II. Мать и сын. Прекрасный исследователь, но для тех, кто хочет глубоко погрузиться в тему. Историк Юлия Кудрина. Ну и наша серия «Жизнь замечательных людей». Книга об Александре III, хорошего писателя и князя Владимира Мещерского. Но интересное приложение. Воспоминания великого князя Александра Михайловича, кузена Александра III, и мемуары того самого Витте, которого поддерживала вдовствующая императрица. Все это очень любопытно, я очень это рекомендую. Мария Федоровна и будущей императрицей, и вдовствующей императрицей по традиции являлась шефом нескольких гвардейских и армейских полков, среди которых был 11-й Уланский, Чугуевский, ее императорского величества государственной императрицы Марии Федоровны полк. И вот музейный экспонат, погоны штабс-ротмистра подшефного ей полка. Погоны подлинные, обращаю ваше внимание. Одна звездочка на царских погонах – это прапорщик, 2 звездочки у нас лейтенант, там подпоручик. Здесь 4 звездочки, 1, 2, 3, 4 – это штабс-ротмистр в кавалерии, он же штабс-капитан в пехоте артиллерии, соответственно, это капитан. Надо сказать, что у капитана императорской армии звездочек не было вообще. А штабс-капитан – это промежуточное звание между поручиком и капитаном. Обращаю ваше внимание, помимо звездочек 4 капитанских, на вензеля. Под императорской короной видим такой сложный вензель. На самом деле ничего сложного. Это буква «М» – Мария и вплетенная кириллическая буква «Ф». Так и написано, овал с черточкой. М.Ф. Мария Федоровна. И сразу господа офицеры понимают, что полк непростой, а шефом этого полка, если штабс-ротмистр носит такие погоны, является сама императрица. Пару слов в заключение. Раньше про жизни жен императоров практически не вспоминали. Но априори считалось, что во всей этой романовской семье, романовской камарилье ничего интересного, поучительного и ценного быть не может. Тираны, вырожденцы, эксплуататоры. Это с научной точки зрения не исторично, неправильно. Почему? Объясню. Монарх лишен права на личное. И он сам, и его жена, семья, брак, вопросы воспитания детей, времяпрепровождения. Это все не частное. Это имеет государственное значение. Поэтому интерес к жизни его семьи – это не любопытство, это не обывательское внимание к частной жизни сильных мира сего. Ибо все, уклад жизни, культурные предпочтения, какие-то нравственные ориентиры, бытовые привычки, все что угодно у самодержца и близких оказывает прямое влияние в конечном счете на жизнь семьи. Поэтому это надо изучать, это надо знать тем, кто интересуется историей, чтобы просто понимать, что и почему происходит. Иногда причины кроются в личном. Ну, а во-вторых, мне кажется, это пренебрежение личной жизнью царей и их супругами и по-человечески несправедливо. Тоже поясню почему. За мужем всегда стоит жена. За успешным мужем умная жена. А если муж самодержец, тем более это важно. Вопрос не в том, хорош или плох институт монархии. Это другой разговор. Но он был. И, выражаясь марксистскими терминами, это объективная реальность. Я уже как-то вспоминал забавный анекдот о том, в чем главное преимущество монархии, монархического способа правления перед демократией, демократией выборной. При монархии рано или поздно, просто по теории вероятности, на троне, в вершине пирамиды власти окажется человек скромный, добрый,
никогда не рвавшийся к власти. При демократии выборной это абсолютно невозможно. И вот так получается, что в XIX веке от Марии Федоровны до второй Марии Федоровны нам всегда с женами наших императоров везло. Они являли собой образец хорошего влияния на мужа. Стремление делать добро. Николай I, человек суровый, как-то прочел отвратительный грязный пасквиль, который написал на его супругу наш кобзарь Тарас Григорьевич Шевченко. Собственно, за это его в солдаты и отправили. Николай I так возмутился и говорит, ну, положим, этот революционер имел какие-то причины быть мной недовольным и ненавидеть меня. Но ее-то за что? Действительно, ее-то за что? Не за что. Мы не будем, конечно, идеализировать этих женщин, но все эти немки и датчанка стали истово русскими, даже как попрекали современники слишком русскими, слишком православными. Хотя, честно говоря, не понимаю, как можно быть слишком верующим. И нам надо сказать просто спасибо им за ту роль, которую они сыграли в жизни империи, в том, что мы с вами так любим в русской истории XIX века. Спасибо вам за любовь к русской истории и всего самого доброго. До новой встречи.